Labą dieną, gerbiami Lietuvos žmonės. Šį kartą aš jau esu Kijeve ir susitinku su įdomiu ir įdomiu žmogumi ir spalvinga asmenybė. Tuo labiau, kad pavardė ir mums esantiems toli nuo Sakartvelo yra daug žinoma. Tai Gamsachurdija pavardė. Ir dabar yra daug temų, daug pokalbio detalių, kurias aš norėčiau, kad atskleistų pas mano pašnekovas, nes mes esame apsuptyje įvairių vėliavų, įvairių ženklų, apie kurių prasmę ir esmę gali pasakyti tik tai pašnekovas. Štai čia galite pažiūrėti ir galite матити. Я вас представил нашим литовским зрителям и сказал о вас, что вы представитель кавказского народа, можете раскрыть нам сущность Кавказа через вашу политическую силу. Хотелось бы, чтобы вы прояснили более-менее. Доброе. Я приветствую ваш народ. Это наш дружественный народ, который знает наш боль и наше понимание политически в Кавказском регионе, тем более Сакартвел вы упомянули. Это очень важно. Я один из лидеров политических объединений Кавказского союза, где входит 7 организаций стран Кавказа. Чечня, Дагестан, Ингушетия, Азербайджан, Грузия, Черкесия и так далее. Также есть военные объединения. Вы видите 15 боевых шервонов на стенде, которые заключили меморандум с военным комитетом, с моей инициативой, что если на Кавказе будет и придется нам сброю в руки защищать свою свободу, они все будут там подключены. Но сегодня они воюют тут, в Украине, получают опыт и бок о бок с украинцами воюем. Практически не только интерес наш, чтобы, первый интерес это освобождение Кавказа, но это видим через Украину. Сегодня Украина есть флагманом в борьбе с Россией. И если выиграет Украина, он должен выиграть эту войну, победить. И это путь освобождения и безопасных наших стран, прибалтийских стран и всего европейского континента. Поэтому мы стараемся, плюс неправительственными организациями уровня, общаться не только с кавказскими организациями, также с европейских странах, с третьим сектором. Это политические неправительственные организации, направленные дипломатические, и медиа, платформы, или все, которые понимают, что сегодня в мире является террористом Российской Федерации. И это не останавливается только в европейском континенте. Мы общаемся также с теми народами, которые ждут опасность от России. Это может быть Финляндия и те страны, которые вокруг России. Практически мы знаем, что всех врагов, всех забирал земли Россия, всех угнетал, поэтому вокруг у него практически все враги. Сейчас более-менее улаживается, но они все враги. Мы сплошенность, работаем на сплошенность, на нашу дружбу, что нас не могли так просто забирать наши земли и стать под оккупацией, и потом под ассимиляцией российских народов. Вы сам знаете, что там 193 народов и более, 277 языков в Российской Федерации, практически это собраны, построено на костях малых народов Российской Федерации, и он обязательно развалится. Поэтому нам тоже надо работать на это направление. Мы воюем, наши подразделения воюем, и политические направления работаем над этим. Если подключение будет при Балтике в этом союзе, это будет еще усилить нас, только усилить. Говоря о Сакартвеле или Грузии, в 2008 году была война между Грузией и Россией.
И знаю, после этого Саакартвел потерял Южную Осетию и еще и Абхазию. Как вы могли бы характеризовать сущность этой войны? Вы боролись за свою землю, и оккупант Россия напала на вас, говоря, чтобы они защищают миротворцев. Что вы знаете про это? Как объяснить литовцу, который слушает и понимает меньше, чем вы? Так, спасибо за этот вопрос. Тут за два слова это не могу сказать, так что чуть-чуть шире начну говорить. Вы помните, в Абхазию, в первую очередь, оккупация Абхазии Самачабло, которую они называют Схинвальским регионом и Південной Осетии, оккупация пришла в 1991 году. В 2008 году война вызвала, когда Саакашвили, президент Саакашвили пришел в Грузию, страна Грузия была очень криминальной страной, не было никакой инфраструктуры, свет, газ не работал, не было, полиция не работала, там гаишники, как в России стояли, взятки практически, я помню, 9 этаж, люди руками поднимали дом, вода, трава, и буржуйки печи стояли, и голод был. Пришел Саакашвили, начался реформы. Грузия географически, понимаете, где находится, это центр Кавказа. Куда Грузия смотрит десятилетиями, потом весь Кавказ туда идет. Это такое у нас местоположение. В сердце находимся прямо Кавказ. Поэтому, когда начал Саакашвили очень быстрыми темпами сделать инфраструктуру, приводить в порядок, поднял практически на ноль, дошел коррупция. Туристы, от 200 тысяч туристов до 8 миллионов дошли. Экономика 4 раза вырос. Пенсии из 10 лари, это $3 где-то приблизительно, дошел до 300 лари. То есть на несколько десяток больше убавился пенсии. Полиция в полной реформе. Сделали. Раньше полиция был как место питки преступников и так далее, которые они считали преступниками. Ну, вы сами знаете, что там много придумывали людей раскрывать дело, чисто отчет шел, а на самом деле не было никаких следствий. Саакашвили создал стеклянные здания, это в центре Кавказа, первый раз случился такой. Когда он полностью реформацию поднял зарплату полицейских, их начал работать все. Потом дом юстиции построил, где бюрократия полностью на нижнем уровне дошел, и за 5 минут, за максимум 10 минут примогли любой бизнес регистрировать, любой документ получить гражданин Украины и практически удобство создал для народов. Это привело инвестиции в Грузию, и самым безопасным страной считался Грузия. Не было практически ни кражи, ни грабежи, и не было коррупции. Когда это увидела Россия, когда с Россией, одна ошибка была то, что с Россией люди приходили нам туристы в то время, видели, как развивается Грузию, они возвращались у себя в Россию, рассказывали, и дошел до Путина, что уровень Грузии жизни, это бывший Советский Союз, который мог независимо развиваться в лучшем направлении без России. А это был очень плохой пример для России в центре региона Кавказ, потому что все страны Кавказа сказали бы, что пример Грузии, что развивается независимо от России, надо брать пример просто от Грузии и добиваться независимости от России. Путин никак не мог это помешать, и, конечно же, он начал войну. Единственный путь выход ситуации, что грузинские жизненные высокие стандарты опустить опять на нижнем уровне, что не выглядел на фоне России, Грузия развитой страной больше. Поэтому и начал войну, спровоцировал войну, начал войну. А касаемо того, что мы потеряли еще несколько территорий Грузии, это вы сами понимаете, когда вас нападают сильнее, вы если не можете отбить все ваши территории, вы хотя бы будете стараться защищать то, что вы можете.
Тогда у вас со всех стран, с европейских поддержка была, в Европе приезжали президенты. Вы помните, как они стояли? Да, и Адамкус был там у вас. Вот, вы Литовский тоже президент, да. спасибо большое за это. И Ющенко, и все там были. Практически они стояли рядом с Грузией, потому что понимали их боль и их ситуацию. Единственное, что мы провинились, как смотрит, как произошла эта война, это то, что мы посмели в регионе Кавказ заявить о себе и развиваться. В цивильном русле. Просто в цивильном русле начали развиваться. И подняли просто свою экономику, и народу давали свободно жить. Вот это была единственная наша вина. Я еще знаю, ну так писали бы некоторые медиа, чтобы одна из причин этой войны, что газопроводы и нефтепроводы, которые шли из Каспийского моря, обходя Россию, они шли через Грузию и потом дальше, чтобы Россия не имела возможность контролировать эти, значит, газопроводы и нефтепроводы, и потому что она имела какую-то цель, чтобы навязать всем свой порядок. Может быть такое, скажем, силовое решение от России? Да. Вполне возможно, и это есть и так, потому что Россия хочет экономический узел развязать на Кавказе. Он хотел, был такой проект, чтобы он, конечно, хочет контролировать все дороги, сухопутные дороги, которые и порты хочет контролировать на Черном море. Это всем известно. И у них был даже проект, что до Армении это железнодорожный путь довести до Армении, и Анаклия порт, глубоководный порт, который Михаил Саакашвили начинал, город Лазик, Анаклия строить, и там должен быть глубоководный порт, который тендер должен быть выиграть Америка. Ну, в самом деле они через своим агентурам заморозили, к сожалению, этот проект. И старались сами построить этот глубоководный порт в Анаклии. Это очень большие суммы, большая игра экономики и так далее. Конечно же, этот экономический узел хочет Россия, а Абхазия и Самочапло это военным путем устрашающие базы России, который военным путем хочет проконтролировать весь Кавказ. И никакой фактор, который дезинформация России говорит, что абхазы имеют жить свободно, и он народ отдельный, им надо сохранить культуру и язык свой, и они независимый народ. Это абсурд. Просто Абхазия им нужно, чтобы военным путем контролировать Кавказ и Черное море. А единственное спасение абхазцев это то же самое, как этнически, как Мегрели, Грузия, Свани, там есть несколько групп этнических, которые вместе создали Саакартвело совместно. Абхазия только может выжить с Грузией, сохранить свой язык, потому что для нас это наша история, для нас это дороже. Их история, их язык, их культура, это для нас дороже. А для России это просто следующий народ, маленький народ, который будет ассимилироваться. Я сказал, 193 народов. Они практически всех убили. Кавказ геноцид постоянно подвергается перманентного геноцида Кавказ. Они хотят, их последняя дорога это геноцид и ассимиляция с Россией. Мы это объясняем абхазцам, и объединение весь Кавказ это абхазский конфликт, это как гвоздь на дороге. Преткновение, которое нас мешает. Я думаю, что в первую очередь должен решиться абхазский конфликт вместе с Хинвали, который нас даст уже больше возможность стремлению объединения Кавказа. Сегодня, когда мы живем в 21 веке и есть такие возможности санкцировать товары России и помешать их торговле, потому что это идет все террористические державы против наших народов, малых народов, которые он старается оккупировать. Поэтому он хочет в кавычках
типа демократию в Грузии, как сохранить его страну. Как он видит сейчас есть Грузия, своего олигарха поставил в Грузии. Извиняюсь, сейчас вы перешли уже настоящее время. Так. Мы говорим Сакартвела и называем не грузинами, а квартелами, да? Правильно я говорю? Да. И вы уже перешли на данное время, выбрали нового президента, да? Так. Да, нового президента, и в это время тот человек, которого вы назвали фамилия Саакашвили, и сидит в тюрьме. Как так случилось, что первый реформатор Сакартвела уже, я знаю, примерно 10 лет, уже ему наказание было суда. Как там оказалось, что через вашу историю тот человек, который был и в Украине реформатором, в самой родине оказался за решеткой сейчас? Как это вышло? Вот, опять же, это индикатор тому, что Россия очень мешала Саакашвили. Россия поставила своего олигарха в Грузии во главе. Назовите фамилию. Имя Бедзина Иванишвили, который был премьер-министр Грузии, а потом он только смартфона управляет весь парламент. С дома, смартфона, с телефона управляет весь парламент. И все единогласно сейчас сидят тоже в парламенте, которые практически нелегитимны. Только там грузинская мечта. Его партия сидит, а оппозиция в бойкотном режиме. Саакашвили был наказ Путина, Кремля, что его посадить в тюрьме в Грузии. И сейчас идет практически опять агитация народу, что они смотрели опять на сторону России, то есть мы идем шагами назад, очень быстрыми шагами. Бедзина Иванишвили, подтверждающие факты существуют, что у него есть Газпроме, русский Газпром, свои доли, а вы знаете, что Путин никому не даст вынести с России деньги, если это не свой олигарх и не свой человек. Это практически кошелек Путина, который делает инвестиции в Грузию. Как типа Беларусь, ему нужен Грузия типа демократической страной. Сегодня он не думает его присоединить. Он хочет просто как черную... Как вассал. Да, как вассал, чтобы через Грузию те товары, те продукции, те военные помощь или что может быть сделать, проводить через Грузию. И практически мы там обнаруживали порты и разведка Кавказа. Есть документация о том плане, факты, что как заходил санкционные товары в грузинские порта через Бедзина Иванишвили и отмывались деньги. Я еще глубже хочу узнать вашего бывшего, значит, президента. Когда мы сейчас встретились, вы представили другого человека, который был начальник охраны Саакашвили. Так. Может, я думаю, вы общались с ним, и что вы можете более обширно, более характеристично сказать про того человека, который имел большую харизму для всех, ведь поднять горячий народ Саакартвела нужно иметь ауру какую-то, да? И как он этот народ поднял? Что вы знаете более деталей больше, чем другие журналисты знают? Харизма. Как Грузия, я сначала Саакартвела был при Шеварнадзе очень плохом состоянии, вы знаете. Я рассказал коррупция и так далее, и народ очень бедно жил. И практически время поспел для революции. Это было время, нужное время, появился просто нужный человек, который очень был образованный, и он видел жизнь западных стран, он знал, как развивается, и исходя с этого, с его умом, великолепным умом, он делал выводы, и он просто хотел свою страну построить и вывести на уровень европейских стран. И ему это получился, и он появился в нужное время, в нужный момент в Грузии. Понимаете? И никакой не может быть речи о том, что Михаил Саакашвили
какие-то были другие идеи в плане Грузии. Он только любил свою страну и хотел его вывести на европейский уровень. Понимаю, вы сейчас... А по поводу, я извиняюсь, а по поводу, если вам будет интересно разговаривать с службой безопасности Саакашвили, вы можете прямо задавать ему вопросы и разговаривать уже в личных отношениях. Добро, я так, наверное, сделаю. Попрошу, чтобы он здесь рядом и есть. Попрошу. Знаю, что вы сотрудничаете с украинскими силами, которые тоже давно борются за независимость Украины. И знаю, что некоторые украинцы на вашей стороне, в вашей войне против России уже боролись. Так чувствуется, что завязалась такая дружественная, кровная связь между бойцами за правое дело. Как вы сейчас сотрудничаете в этой области? Вот с Украиной и Грузией завязался историческая дружба. Это углубился в этом войне еще больше. Раньше были 91-х годов, которые нас поддерживали украинские подразделения, УНСО, то же самое. И другие подразделения малоизвестные, но рядом стояли. И в 2008 году, когда Украина нам помог, чем смог, в 2008 году, это показало обратную поддержку от Грузии в 2022 году, когда полномасштабное вторжение было в Грузии. Тогда я 25 февраля, когда уже 24-го тут начался, мы уже 25 февраля собирались десятками тысяч народов в Грузии, когда я выступал перед народом и требовал или полная поддержка Украине, или отставка власти в Грузии. Это где-то 100 тысяч человек стояли тогда, ставили, и в руки введения этого митинга в руки взяли не политики, а неправительственные организации, такие как мы. То есть это был патриотический митинг и результативный митинг. Потом уже мы приехали, я помню аэропорт тот день, когда мы ждали самолета, чтобы нам прилететь, который заблокировал Бицина Иванишвили, и нам пришлось потом уже то, как мог добраться в Украину. Ну, был очень большой стимул и желание поддержать украинского народа. И практически с первых дней мы уже находимся тут. Я уже 3 марта я уже был тут, сформировал Кавказский легион, Объединенный Кавказский легион. И идея уже в 2018 году у меня был круглый стол «Свободный Кавказ» в Грузии. И с Виадагом Сахурди и Джохара Тудаева, наших великих героев Кавказа, вырос на их идею. И уже под этой организацией мы создали тут боевое крыло Объединенный Кавказский легион. Сам 2 года воевал. Практически на всех направлениях был, сам лично. И начался уже наше объединение. Когда уже кавказские подразделения, то же самое батальон имама Шейха Мансура, который очень всем известный батальон, то же самое имама Шамиля, дагестанский батальон, чеченские, другие подразделения объединились, координации пришли друг друга. И туда очень приятно было, когда подключился украинские подразделения и сказали: братья, если у вас проблемы будут, мы с вами едем. И несколько подразделений, таких опытных подразделений к нам пришли, подключились. Подключился польский легион, уже Европы перешли, понимаете, уже практически я всегда в шутку говорю, что у нас маленький НАТО. Да, маленький НАТО, поддерживаем друг друга, и это очень хорошо. Связки, вот боевое братство чувствуется, оно будет исторически, и практически мы сейчас работаем на историю, нашу дружбу. Я уверен, что европейский континент и наши подразделения, организации и другие волонтерские организации, мы через нашу дружбу, мы даже заставим тех политиков в наших странах, которые, может, скептически смотрят нашу дружбу, заставим их через нашу дружбу обычного народа, с третьего сектора,
на своем примере покажем им, что надо стоит, что и политики больше дружили друг друга, и больше поддерживали, и шли решительные шаги делали по этому направлению. И это нас укрепит. Просто если мы не укрепимся весь Европа, мы знаем, что есть несколько империй в мире, которые диктуют нам и пугают атомным оружием. Поэтому нам надо всем укрепиться. То есть наша дружба очень хорошо получается, и история в реалии, да? Да, в реалии. Сейчас весь мир смотрит, как закончатся переговоры Америка, Так. Россия и Украина. Может быть, в этом году как угаснет пламя войны. Ваше политическое объединение, я думаю, оставится. Какие идеи, какие пути после окончания кровавого конфликта будет у вас? Ведь Кавказ еще в данное время еще будет под Россией. Что вы будете предпринимать для достижения свободного Кавказа? Спасибо за этот интересный вопрос. Я об этом, конечно же, много думал. У нас есть, как вы знаете, и военное крыло, которое сегодня нужен Украине, и рядом с Украиной братьями воюем. Но после окончания войны, конечно же, военное крыло более и акцент перейдет на политическое крыло, которое параллельно развивается, мы политически параллельно можем работать. То есть добивание, в том числе геноцида черкесского народа, который в украинском парламенте мы практически и были содействованы и добились этого. И спасибо украинскому Верховной Раде за это. Мы добились также признания чеченского народа страну как оккупированного. Это тоже немаловажно. Поэтому вот эти политические шаги, это очень важно. И то же самое, я хочу воспользоваться с вами интервью. Хорошо, что ваша страна пересмотрела тоже и на примере Грузии, и на примере Украинской Верховной Рады принял геноцид черкесского народа и оккупированный признал чеченские, ингушские народы. И практически весь Кавказ, и это будет, если хорошо, что в Европейский парламент и везде это будет признано, потому что все понимают, что сколько лет находится Кавказ под оккупацией России, но все равно они сохранили свою культуру, свой язык и свой... Они заслуживают быть свободными. Они воевали, чеченцы воевали. Вы помните Первая и Вторая война чеченская, когда сколько геноцидов произошло. Они полностью заслуживают свободу. Поэтому политический и дипломатический уровень работы очень много. Мы будем на этом работать. Но один факт еще. Грузия, в первую очередь. Мы как освободим Грузию, ну, как поменяется, надеемся, что это будет через выборы демократическим путем. Когда освободится Грузия, мы Кавказский союз, офис, главный офис откроется в Грузии, потому что это центр Кавказа. Они будут работать с грузинским правительством, и политика будет свобода и признание кавказских народов как под влиянием России геноцид ихний. И плюс мы можем то же самое предоставить тех бойцов. Если у меня будет решающее слово во власти в Грузии, тогда и хотя бы будут рассматривать мои инициативы, я бы создал в Грузии Объединенный Кавказский легион под Министерство обороны Грузии. И тех людей, которые свою родину оставили от оккупации России, которые по всему миру, им тяжело очень и не могут легализоваться через российские паспорты, они не хотели сами получать эти российские паспорта, им никто не спрашивал. Их просто дали, эти паспорта в руки насильно, и все. Сейчас уже преследует их российская смертная машина, которая через Интерпол добивается их и убивает в российских тюрьмах. Поэтому этих людей, если не созволит Украина или европейские страны их приютить, этих людей и помочь населению, который не хочет в России жить и ушел оттуда, и хочет возвращать и бороться за свободу своих стран, мы их можем полностью легализовать, как приклад французского легиона, так сделать Грузия, Объединенный Кавказский легион. Это есть место для этого.
И практически легально под Министерство обороны Грузии, под контроль эти процессы все сделать. То есть есть шаги, которые очень много работают и в мирное время тоже. Это тоже борьба идет. Эта борьба не заканчивается, пока не освободится Кавказ и пока не почувствует Европа тоже себе безопасности. Очень хорошо было бы, если черкесский народ освободится, нам практически открывается сухопутная дорога с Украиной, Кавказа. Это исторические земли черкесов и украинцев, которые протекаются в тех местах, которые сухопутная дорога. И китайские и азийские груз мы можем в Европу через Украину и через Кавказ сделать, который дам нас экономически независимость экономически и контроль Черного моря, где не будет оккупантская Россия. Это свою экономику даст усилить еще Европу, Украине и Кавказа. И мы можем получить новую конфигурацию мира, который будет для нашего общего континента полностью безопасно себя будем все чувствовать. И последний мой вопрос, чтобы вы включили свою фантазию. Вот на днях президент Украины Зеленский сказал: Путин умрет раньше. Если после смерти Путина, как, на ваш взгляд, изменится ли Россия, а если изменится, то как? Я думаю, что время диктует всему. Развитие, когда время идет вперед, диктует всего. Не может быть, чтобы Россия рано или поздно не стал в рамках цивилизации. Не может быть он всегда быть нападающим медведем, который всех кровь хочет. Такой не может быть. Это рано или поздно закончится. Мы историю помним многие империи, как закончили и так далее. Так что время тоже закончится. Есть стараются определенные группы. Мы работаем порабощенных народов России, которые стремятся быть свободной организациями, там более 20 организаций. Но мы видим еще работу ФСБ, которые видели людей в изгнании, и они стараются сохранить территориальную целостность России как есть, но оно будет более-менее демократично, не нападет Украину, и не нападет Грузию и Европу. Это мы и так знаем. Это и так знаем, что они не должны напасть этих стран, и они оккупировали этих стран. Но мы хотим больше. Мы хотим свободу Кавказа, и что свои аппетиты сбавила Россия. И не был от них страх никогда. Надо с Россией эту войну так победить над Россией, что он никогда не смог на нас напасть в будущем. Поэтому мы не будем поддерживать те политические процессы, которые хочет Россия. Может быть, оно закончится в рамках неприкасаемой Европы и Грузии. Нет, мы хотим еще больше. Это наша идея, наша цель, наш путь. Мы хотим еще Кавказ и полную безопасность Черного моря и прибалтийских стран и весь Европы. Почему мы имеем на это право? У нас есть практика и факты про геноцид этих народов, и они заслуживают свободу. А что будет уже? Это наша цель. А что будет? Это борьба. Никто не знает, как оно закончится. Ну, я не могу дать стопроцентной гарантии того, что мы этого добьемся. Но вы будете стремиться? Да, мы будем стремиться, мы будем бороться. Если наше поколение это не сможет, сможет другой, который положит свой кирпич в этом пути. Как Суят Гамсахурдия, Джохар Дудаев боролись за свободу Кавказа и объединения. Они до какого-то уровня, может, дошли, идею возрождали. Но мы продолжаем эту идею. Кто-то еще продолжит, и эта борьба никогда не прекратится. У Кавказа всегда будет достойнее сыны. И то же самое Европа, и то же самое Украине. Поэтому власти меняются, власти уходят, приходят, а третий сектор и идея всегда остается веками. Спасибо за ваше обширное интервью и удачи при достижении вашей цели. Спасибо вам. Спасибо.